Всем привет! Сегодня я вам предлагаю немного перенестись в прошлое и поговорить про советский объектив Юпитер 37А. Поехали! Юпитер 37А – это длиннофокусный объектив 135 мм с максимальной диафрагмой f3.5. Соответственно, это позволяет нам снимать удаленные объекты, а такая достаточно широкая диафрагма позволяет еще и фотографировать портреты. Сегодня этот объектив можно найти по цене от 2 до 4 тысяч рублей. Если вы найдете объектив за 2000 рублей, то, на мой взгляд, это очень интересное решение, чтобы наконец-то уже перейти к портретному фокусному расстоянию, если у вас до этого его еще не было. Я знаю, что очень многие покупают этот объектив, например, как второй свой объектив, чтобы немного расширить свои как-то возможности, свои навыки отточить. Он позволяет получать действительно интересные снимки, которые на классический китовый объектив получить достаточно сложно. Этот объектив можно установить как на кроп-камеру, так и на полнокадровую камеру. За это, кстати, отвечает у нас сменный хвостовик. Это достаточно необычная конструкция. Хвостовик откручивается с помощью отвертки, и можно поставить здесь, по сути, любой байонет. Можно поставить байонет Canon, Nikon, и объектив замечательно установится уже на соответствующие фотоаппараты. У меня здесь стоит М42 резьба классическая, такая же, как у Гелиусов, обычных 44, Гелиус и так далее. На них такая же стоит резьба. Я хвостовик менять не стал, потому что у меня есть переходное кольцо с М42 на Canon, у которого есть чип. Если я поменяю хвостовик на Canon, то у меня подтверждение фокусировки пропадет. Конечно, есть хвостовики с чипом, но стоят они сравнимо с ценой самого этого объектива, так что это, наверное, немного нерезонно покупать такие вот хвостовики. Поэтому я здесь использую обычный переходник с М42 на Canon. Чуть позже я вам покажу на практике, как это все работает. Давайте поговорим о внешних особенностях объектива и посмотрим на его состояние. Конкретно сегодняшний экземпляр меня именно этим и привлек. Он достаточно неплохо сохранился для своих лет. Если вы посмотрите повнимательнее, то в принципе серийный номер объектива говорит о том, когда он был выпущен. 83 означает по сути 83 год. Сами понимаете, что объективу уже около 34 лет. Давайте про другие особенности. Весит он около 400 грамм, хотя в принципе по размерам не сказать, что он очень уж большой. Но выполнен он полностью из металла, отсюда собственно и такой вес. При фокусировке передняя часть объектива выезжает. Фокусировочное кольцо поворачивается плавно. Фокусировочное кольцо данного объектива не прорезиненное, естественно, здесь везде вообще полностью металл, только крышки пластиковые. Кольцо, естественно, металлическое. Конечно, если бы оно было прорезиненным, оно было бы более приятно на ощупь. Но зато здесь ощущается такая монолитная и суровая конструкция. Кольцо диафрагмы у нас располагается сверху. Оно поворачивается очень плавно, у него нет промежуточных значений. И, соответственно, можно установить его не только на классические 3,5, 4, 5 и 6, а и на промежуточные значения. Сама диафрагма у нас на 12 лепестков. У линз есть обычное просветление. Также существует линза с мультипросветлением. Тогда передняя линза такая зеленоватая, и сам Юпитер, название Юпитера содержит дополнительную аббревиатуру MC. Как вы видите, здесь такой нет. Это обычный классический Юпитер. Вы можете заметить, что объектив для 1983 года сохранился очень хорошо. Что касается комплектации, то если вы найдете полную комплектацию, как у данного объектива, то это будет коробочка, инструкция, обе крышки и бленды еще. Вообще бленда должна идти металлическая, но в комплекте с данным объективом она идет пластиковая, возможно, она не родная. Надевается она вот таким вот образом. Она вкручивается в резьбу объектива. Что касается переходника, то вот, собственно, переходник с резьбы М42 на Canon. Он с чипом. Соответственно, у нас будет работать подтверждение фокусировки. Но для фотоаппаратов Nikon, Pentax чипа, в принципе, не требуется. Можно просто поменять хвостовик, и у вас подтверждение фокусировки будет работать, потому что те камеры не нуждаются в чипе для подтверждения фокуса. Ну, давайте присоединим объектив. А теперь давайте сделаем некоторые кадры. Фокусировка у нас тут только ручная, соответственно, мне приходится
удерживать постоянно в полнажатии кнопку спуска, чтобы у меня работало подтверждение фокусировки. Никаких звуков камера не издает, но у меня есть, соответственно, видоискатель красный квадратик, который при достижении фокуса начинает загораться красненьким. Очень удобно. Без этой фишки, конечно, пользоваться подобными объективами длиннофокусными достаточно сложно. Сейчас я делаю кадры на диафрагме 3.5. Ну, а зачем нам тогда такой светосильный объектив, если не пользоваться такой диафрагмой? Объектив имеет достаточную резкость и, в принципе, очень интересное боке. Ну вот, собственно, кратко я вам рассказал про Юпитер 37А, вы посмотрели, как он фотографирует. Могу сказать, что это неплохой объектив за свои деньги. Он достаточно резкий, он позволяет вам освоить более длинные фокусные расстояния, позволяет вам ощутить какую-никакую светосилу на фокусном 135 мм. Позволяет на полнокадровой камере делать неплохие портреты. Это неплохой, хоть и старенький советский объектив. Если вам нужно такое фокусное, если вы хотите с чего-то начать фотографировать портреты, из чего-то, что вам не сильно ударит по карману, то, по-моему, это очень неплохой вариант. Всем спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До скорых встреч. Делайте правильный выбор.